Так, здравствуйте все, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Особенно здравствуйте мои подписчики, которым я в конце марта этого года, 18-го, обещал, что постараюсь к осени сделать себе токарный станок по металлу. Вот я начинаю выполнять свои обещания. Он еще полностью не готов, но в принципе у меня появилось время сделать такой легкий обзор, краткий о нем. Пока я, вчера залил фундамент под него. И пока сейчас ему, как сказать, вредны вибрации и так далее, пока не застыл раствор, у меня есть несколько дней свободных, то есть станком заниматься у меня пока нет возможности. Так, хочу сразу сказать большое спасибо всем мастерам на ютубе, которые делают такие же станки и выкладывают их. Очень многое почерпнул у вас при создании своего станка. Что-то свое, что-то ваше. Что-то ваше, скажем, там мне не понравилось, что-то прям в точку. Долго возился с суппортом, многие комбинации испытывал. Но в конце концов получилось. Уже испытывал я его, все. Собирал я его на улице. 2 месяца берег от дождей. Пленкой накрывал каждый раз после работы и так далее. И в конце концов позавчера он у меня попал в дождь. Не смог я его уберечь. И поэтому перед покраской мне придется его весь чухать наждачкой. Думал, только обезжирю, покрашу. Нет, придется наждачкой чухать. Но это ладно. Лишний час работы, 2. И когда я уже его полностью, то есть застынет цемент, фундамент основания, я его покрашу. И тогда уже буду по каждому узлу выдавать ролик. То есть станина, бабка задняя, бабка передняя, суппорт, силовая вся передача полностью. Это я его сейчас собрал, понавесил все навесное, чтобы показать вам. Заводить я его сегодня не буду показывать вам. Единственное, что у меня сейчас лежит двигатель, который ставится вот на этот уголок. Я его примудрил на ласточкин хвост, для того, чтобы он у меня свободно перемещался вверх-вниз. Снизу он у меня будет закреплен на пружине. Он там внизу закрепляется на пружине. А вверх я его подаю уже вот этим рычагом. Вот этим рычагом, который у меня регулирует натяжение ремня и сразу как раз обороты вариатора. Если кому интересно за вариатор, у меня есть 2 ролика, как сделать этот вариатор и испытания в работе. То есть, если кому не терпится дождаться, когда я буду показывать уже его в работе, можете посмотреть ролик испытания этого вариатора. Путем натяжения так. Вот эта штука у меня ходит вот так, ну-ка. Вот так. Здесь фиксатор, трубка фиксирует его. То есть, сколько надо, натянул ремень и затянул. Все, он стоит так мертво, можно работать. Отпустил, ремень поднимается. Сейчас я от руки, например, натяну его. Опа. И вот так вот он работает. И все, в общем-то, дела. Двигатель у меня 1,8 киловатта, однофазный, от 220 вольт. Вот видите, я потихоньку отпускаю, и вариатор выводит ремень опять в верхнее положение. Сильно отпустил. Регулируются обороты. Это очень удобно. И когда я точил, 1 раз, 2, 3, я заметил, да, что перекидывать на шкивах это одно, вариатор это совсем другое. Это просто конфетка. Когда на ходу меняешь обороты. Конфетка. Так, дальше. Вот она стружка. Я скажу, не первая. Последняя стружка, когда я точил, уже полностью его настроил. Потому что, честно сказать, после первого запуска было такое разочарование. Было очень много вибраций. Резец подводил к изделию. Вроде начинаешь точить, потом прыгает, скачет, ломает резцы и так далее.
Я этот суппорт, я его замучил. Я его переделывал несколько раз. Сразу скажу, ну это мое мнение личное, такое субъективное. Суппорт на ласточкин хвост не делайте никогда. Потому что вы идеально уголки не выставите никогда. И у вас, если даже где-то вот в этом положении, то есть вот сюда ближе суппорт будет работать идеально, при переводе его туда, дальше, на более мелкое изделие, скажем так, когда точить будете, он будет у вас все равно вибрировать. Делал я полозья. То же самое, как бы там прижимные пластины не делал, все равно он вибрирует. Пока не перевел все на трубки. На ютубе показывают амортизаторные стойки, ну, не стал и заморачиваться. Сделал трубки, подобрал трубки по диаметру. Мне даже вот эту трубу пришлось разрезать, по которой, ну, на которой весь суппорт держится. Потому что она не влазила на эту трубу. Я ее снизу распилил вдоль, набил, приработал, но она и сейчас туго еще ходит. Но все равно уже работает. Так, сейчас я руку поменяю. Продольная малая тоже там. Ага, сейчас сразу покажу, что я его сделал поворотным, малую продольную, для того, чтобы точить конус. Здесь оно у меня зажимается болтом. Тоже переживал, что из-за того, что в одной точке крепится, будет вибрировать. Но оказалось ничего подобного. Зажимаю, эти пластины прижимаются обе. И все нормально, тут вибрации не создается. И вот первый конус, который я делал. Мне надо было проточить в трубе. 4-й конус Морзе под этот центр. Все получилось, все прелестно. Все хорошо, выбивается тяжело, скажем так. Все нормально. Так, вот поворотный. То есть выставил сколько надо мне градусов. Затянул. Ну не так, а хорошо затягиваю с трубой. И все. Здесь рецидержатель тоже. Все нормально. Поворотная. Менять можно. Ну, для 4 резцов сделал. Тоже все пучком. Так. Но это я говорю сейчас пока краткий обзор. Потом будет все по отдельности. Теперь цена вот этого всего вопроса. Заморочился, когда я делать его. Слышал на ютубе такие слова, что 5000 и у вас готовый станок. Не верьте. Может быть полуметровый станок, где там 20-сантиметровую деталь будете зажимать. Возможно, так у вас и получится. Я делал этот станок 2 метра. С расчетом, что понятно, что я не буду здесь точить валы метровые или 1,5-метровые. Но я хочу здесь точить еще, как и раньше, дерево. Чтобы он был у меня еще и по дереву. Чтобы большие заготовки зажимать, точить. Вот. И у меня обошелся этот станок весь около 15 тысяч. На 2018 год по ценам. Может быть у нас такие цены, не знаю. Короче, металл 10 тысяч. Так, это металл, это станина. Это без ножек. Ножки я отдельно 1000 отдал соседу. Там у него трубы валялись. Ножки, там растяжки, которые сейчас в цементе уже в растворе. Это 1000 у меня ушла, ладно. Вот, станина. Металл на суппорт. Металл на бабку заднюю. И металл на опору передней бабки. Вот это у меня ушло 10 тысяч. Одна только пластина 50 на 60 сантиметров, 16-я, с которой у меня все это сделано полностью. У меня 2800, по-моему, получилось. 50 на 60 сантиметров. Поэтому металл очень дорогой. Но я решил не экономить и не заморачиваться по металлоприемкам лазить. Какой-то бэушный, там гнутый, не гнутый металл собирать я не захотел. Решил уже, раз заморочился, надо сделать основательно. Может кто-то скажет, что дешевле купить станок уже бэушный. Ну, нет. За 15-20 тысяч, если даже школьников вдруг найдешь, там будет такое гамно. Больше будешь возиться, чем заново сделать. Вот. Ну, остальные 5000 ушли у меня. Патрон. Центром я купил на Авито за 3000. Ну, электроды, диски. Понятно, там выключатель. То все. Вот этот узел почти весь я
мне начальник отдал на работе. То есть бабка передняя, это с комбайна кукурузного. Этот шкив с погрузчика какого-то зернового. Этот шкив тоже с кукурузного комбайна. Двигатель с крупорушки. Если все это полностью купить, он, наверное, и в 30-ку не влезешь. Плюс цемент, плюс то все. И получилось у меня 15 тысяч, даже чуть больше. Так, ну ладно, это я уже, наверное, отвлекся. Теперь задняя бабка, например. Она у меня на эксцентрике зажимается. То есть это уже спасибо товарищам из Ютуба, которые научили, как это сделать. Сейчас она ходит. Эксцентриком зажал, и все. И она уже не ходит. Дальше. Здесь зажимается у меня пиноль таким эксцентриком. Это я сначала сделал вот такой зажим. Так, где? Вот он. Вот он, короче, мой зажим. То есть просто насквозь болт через швеллер. И здесь поджимал. Здесь у меня на этой прорезь и шпонка там. Ну, то есть швеллера, даже хоть и сваренные, они сжимаются все равно. Ну, короче, он сильно не поджимал. Все равно я, то есть, зажимаю на всю. А швеллер, видать, упругость дает и полностью пиноль не зажимал. А потом увидел зажимной винт на этом сиденье на велосипеде. Регулировка высоты поджимает. И вот он уже поджимает, да. Вроде 8-й болтик. Но сейчас бабка работает, крутится. А теперь я ее зажимаю. И ее теперь уже не покрутить. Все, она зажала. Отпустил. Пошло дальше. Все, это работает. Но это я еще, опять же повторюсь, я все это покажу потом досконально. Наверное, пора закругляться. А то опять скажете, что много бла-бла-бла, а толком ничего не показал. Да, но я сразу вначале вас предупредил, что это просто обзор пока. Все, наверное. Подписывайтесь на мой канал, вы узнаете продолжение этой истории. Следующее видео будет, скорее всего, с тонином, как я делал. Ну и потом пойдем по порядку. Что еще показать? Наверное, все-таки все. Да, все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мое видео. Сильно не ругайтесь. Все, всем пока.